Всех приветствуем из солнечной Одессы. Меня зовут Виктория, и если вы еще не полюбили наш город, то вы обязательно сделаете это вместе с нашим каналом на позитиве. Сегодня 7 мая 2024 года. В Одессе, несмотря на предупреждение о высокой опасности ракетных ударов, пока спокойно. Люди спешат по своим делам. Здесь недалеко вокзал, привокзальная площадь, поэтому в Старосином сквере многие люди проводят свое время, пока ждут поезда, автобусы, маршрутки, чтобы доехать в другой город. Или отдыхают в этом сквере, чтобы отдохнуть после дороги. Сейчас мы перейдем дорогу, пустим трамвайчик. Видно, что ходят люди с чемоданами, а кто-то просто отдыхает и дышит свежим воздухом. Очень много сегодня здесь людей. В принципе, это место, в котором всегда много людей, потому что в Одессу всегда приезжало и продолжает приезжать много туристов. Ну и жители города, конечно же, тоже перемещаются по всей Украине. Когда вы только приезжаете на железнодорожный вокзал, то первое, что вас встречает в Одессе, это Старосиная площадь и Старосиной сквер. Поэтому сегодня мы посмотрим, как же своих гостей встречает Одесса. Старосенная, Старосиная. Разные люди называют эту площадь по-разному, но я привыкла называть ее Старосиной. Сложно поверить, что 200 лет назад это был рынок, который находился за окраиной города, на окраине города, и здесь продавали скот и сено. В 2016 году Старосиная площадь прошла реконструкцию и стала выглядеть просто прекрасно. Стала одним из самых любимых мест одесситов. В Одессе уже включили фонтаны, потому что уже тепло и лето. А одной из достопримечательностей это бронзовые дельфины. Посмотрите, какая красота! Я здесь давно не была еще до начала войны, и вижу по цветовым гаммам, я очень вписываюсь в местный ландшафт. Тоже в красненьком приехала. Последний раз здесь была очень давно, но Старосиная площадь действительно превратилась в маленькое туристическое место, потому что видно, что здесь отдыхает много людей с детками, с семьями, даже несмотря, что сейчас будний день. И до войны этот торговый центр строился достаточно долго, но когда мы вернулись в Одессу, мы заметили, что открылся вот такой красивенный торговый центр, который выглядит просто космически. До 2016 года Старосиная площадь была достаточно неухоженной территорией, и сюда страшно было приезжать даже днем. Но спасибо, последние годы это место привели в порядок, и сейчас оно радует одесситов и гостей города, которые только приехали в Одессу. Одесса, мама. Это словосочетание можно встретить очень часто. Обратите внимание, флаг на корабле. Конечно же, одесский. Заведение так и называется «Одесса, мама». И здесь вы можете увидеть цены, на которые можете рассчитывать, если приедете на железнодорожный вокзал сразу голодными. Пока не было еще сегодня воздушных тревог, люди наслаждаются маем и весной.
Будем надеяться, что сегодня в городе будет тихо. Обманчивая погода в Одессе. Выезжала из дома, дул холодный ветер, было прохладно. Приехала на Старосиную, хоть раздевайся и загорай. Очень жарко. На Старосиной большое количество павильонов с сувенирами. И думаю, сейчас в какой-то из них зайдем и покажу вам, что можно купить, уезжая из Одессы. Очень много заведений, кафешек, магазинчиков здесь открылось. И думаю, сейчас найдем какой-то магазинчик. Спасибо. Вот все приглашают нас посмотреть, что у них продается и что можно поесть. На Старосиной есть автостанция и рядом железнодорожный вокзал. Поэтому, если вы приезжаете на общественном транспорте в Одессу, то это первое место, в которое вы попадете. До войны на Старосиной летом невозможно было протолкнуться, потому что приезжало большое количество туристов в город. И они просто заполоняли это место. Тысячи людей с чемоданами. Одесситы, конечно, летом стараются такие места не посещать. Но посмотрим, что нам принесет это лето. И хочется надеяться, что мы снова увидим тысячи людей на этой площади. Так приятно видеть, что несмотря на войну, в городе кипит жизнь. Люди радостные, люди путешествуют, ездят и приезжают в Одессу, и ездят, путешествуют по Украине, перемещаются. Это не может не радовать. Так, а вот магазин Рошен. Мы можем зайти посмотреть, что продают в магазине Рошен. Магазин Рошен в Одессе достаточно популярный, и здесь можно купить развесные сладости абсолютно разные. И они достаточно вкусные, это правда. Очень любим зефир в Рошене. Он достаточно вкусный и в адекватную цену. Можно увидеть цены на сладости. А вот у нас в Одессе тоже продают пасхальных зайцев в шоколаде. И кто еще не купил, может купить пасочки. Одесса – это третий город по величине в Украине. Одесса – это город, в котором разговаривают на множестве языков. И Одесса – это город, в котором соединяется несоединимое. Поэтому его мы безумно любим, и многие жители всего мира. Так, будете на Старосенной площади в Одессе? Купите кошку. Она вот просится, чтобы ее купили в витрине. Кстати, я сегодня подхожу еще и под общественный транспорт в городе, потому что я в красном плаще, а это один из цветов городского флага. Вот в Одессе рисуют это пешеходный переход в виде ложек и вилок. Видимо, это рисует какой-то ресторан для города. Таких пешеходных я еще не видела. Это возможно только в Одессе. Когда начинается сезон и открывают кафе и рестораны на улице, то город превращается в сказку. Все так красиво, все благоухает и все радует людей. Сейчас перейдем на другую сторону дороги и покажу вам красивый одесский кораблик, как символ города. Пройдем по пешеходному с вилками и ложками. И вот уже виднеется этот кораблик. А знаете ли вы, что означают цвета городского флага Одессы? Кстати, флаг Одессы не менялся с 1798 года. Красный цвет – это символ того, что город героический. Белый цвет – это символ чистоты души, а золотисто-желтый цвет – это символ благополучия и процветания. Вот такая вот интереснейшая символика у города Одессы. Вот еще здесь есть кафе, одно из кафе, в котором
могу показать, какие здесь есть цены. Сейчас я округлю, доллар примерно 40 гривен, а злотый 10 гривен. Знаете, говорят, что гулять по Одессе – это все равно, что купаться в море в бархатный сезон. Прекращать не хочется. Наши дорогие, наши любимые зрители, мы от всего сердца хотим поблагодарить вас за такие прекрасные пожелания на Пасху. Нам было очень приятно их все читать, и мы не можем, к сожалению, на все ответить, потому что поздравлений больше 2000. Это очень ценно, и мы очень вас благодарим за теплые и приятные слова. No i oczywiście nasi drodzy widzowie z Polski, dziękujemy z całego serca za wszystkie życzenia do nas. Wszystko przeczytałyśmy i to wszystko bardzo jest cenne. I dziękujemy pięknie za wszystko i za to, że jesteście z nami. Bardzo nam od tego miło. Pozdrawiamy z piękniejszego miasta Odessa. Какие красивые шатры установили в городе. Любо-дорого смотреть. Очень радует, что все заведения украшают цветами. Вот это чувствуется, что в городе весна. Посмотрите, какая прелесть. Так, с трамвайчиком покажу. Когда ты пару лет не посещала знакомые для тебя с детства места, а потом в них приезжаешь, и они стали еще лучше, еще красивее, это так радует душу. Спасибо за то, что, несмотря на такое сложное время, несмотря на войну, город процветает и продолжает жить. Это чудесно. Что голодными не останетесь, сколько кафе, сколько ресторанов, и суп, и паста, и гриль, и пицца, и кебаб, и десерты. Все есть, все есть. Музыка везде играет. Конечно, когда нету тревог и взрывов, жизнь налаживается, и в воздухе парит радость. Становится жарко, поэтому мороженое скоро будет одним из самых ходовых продуктов в Одессе. Ага, цен на него здесь нету, но есть цены на хот-доги и на напитки. Здесь можно купить и игрушки, и сувениры, и одежду. Здесь есть и аптеки, боже, сумки. О, смотрите, какие игрушки. Какая прелесть. Какая девочка. Какая рыба прикольная. Здравствуйте, извините, а в какую цену такая рыбка? 695. Спасибо большое. 695 гривен. Вот такая одесская рыба. Вообще, в целом, в Одессе много чудес. Но главным чудом Одессы считаются одесситы. А знаете почему? Потому что одесситы – это уникальный народ, который отличается большим позитивом, прекрасным чувством юмора, знаменитым на весь мир. И, конечно же, когда вы приедете, вы поймете, что одесситы очень-очень гостеприимны. Вітаємо всіх в Одессе. Вот так вот встречает автостанция. На Сенной площади много коммерции, много павильонов с сувенирами, с одеждой, много кафе, много ресторанов. Ну, а в Старосином сквере обстановка поспокойнее. Здесь мало людей, и можно просто подышать воздухом. Здесь, кстати, там дальше есть детская площадка. И пока вы ждете свой автобус, ваши дети могут повеселиться, чтобы потом в автобусе поспать. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких в такое сложное для всех украинцев время. До встречи в следующем видео.
Случилось то, чего боялась. В Одессе воздушная тревога. Снова только сказала, что все спокойно и хорошо. Вот так вот и живем. Только становишься счастлив, только радуешься, что в городе тихо и спокойно. И вот снова опять ужас и страх. Ой, к сожалению, это не заканчивается.